под переднее установим просто-напросто. Надеюсь, он никуда не вылетит. Ой-ой-ой. А всем здорово, друзья. С вами, как обычно, Цимус. Посмотрите, что у меня есть. Неразрушаемый бокал. Кто видел шортс, помнит, как я пытался его сокрушить. Кидал об асфальт, пробовал на него вставать, а ему хоть бы что, только мелкие царапинки. Поэтому сегодня тест его будет проходить в формате моего канала, то есть в пиротехническом. Собрал вот такой топ, где-то 25 петард. Есть реально мощные экземпляры, допустим, вот такой демон. Я офигею, если этот стакан продержится до него. Также есть вот такая страйкбольная с электронным запуском. И, в общем-то, дофига чего интересного. Друзья, давайте начнем по классике с первого корсара, потом второй, третий, четвертый, пятый. Короче, вот так вот выглядит первый корсарчик. Ну и, друзья, перед просмотром напомню, что все действия в ролике выполнены профессионалом. Я и моя команда соблюдает все правила безопасности, так что лучше смотрите, но ни в коем случае не повторяйте. Мне кажется, стакану ничего не доспеется. Первый корс. Слушайте, звучок был неплохой на этой опушке. Давайте глянем, что с ним случилось. Но я более чем уверен, что с ним ничего не произошло. Немного вот подкоптился от фитиля. И да, не царапинки даже. Немного побледнел, кстати. Так, теперь очередь второго корсара. Он уже, да даже в раза 3, наверное, больше, чем первый. Посмотрим. Но мне кажется, вот по моим предположениям, он додержится до петарды кирдык. Прям до самого топа практически. Если он выдержит кирдык, ребята, я этот стакан сохраню и поставлю ему памятник. Друзья, погнали второй корсар. Второй корсар. Второй. Выдержит 100%. Второй корсар, дубль 2. Первый брак был. Ну да, по звуку даже помощнее. Ну а что с ним происходит с бокальчиком? Ребят, он реально неразрушимый. Абсолютно пофигу. У меня оператор новый, Глеб, говорит, что он скорее проплавится, чем с ним что-то случится. Ну теперь третий корсарчик. Это, по сути, то же самое, что второй, только он немного длиннее. По мощности я в них отличия особо не наблюдаю. Но, тем не менее, запустим. Троечка. Да звук плюс-минус тоже так. Что случилось? Я не понял. А он абсолютно целый. Ну да, нагарчик есть. Да нифига он не плавится. Так, ну сейчас предлагаю идти дальше уже к более интересным экземплярам. Друзья, взял вот такие также шарики, давно их не было, но для такого постепенного теста именно, чтобы ни одна мощность не прошла мимо нас, они, думаю, будут в самый раз. Есть вот такое, это как хлопающие, а вот эти уже не совсем чтобы хлопающие, но тоже прикольненькие. Давайте начнем с такого зеленого. Хлопающий шарик похлопает просто без особого баха вроде. Ой, вообще ни о чем, ребят. Он просто потрещал, я даже думаю, смысла идти смотреть нету, что с ним произошло. Давайте переходим дальше. Вот такие двое. Ну, давайте начнем вот с этого, с красно-зеленого. Посмотрим, на что он способен. Зеленый шар. Но эта мощность примерно четвертого даже корсара была. Жахнул он вообще неплохо. Даже он... Бокал этот подлетел будто бы. Но нет, глянь, ему вообще начихать. Я не ожидал. Нет, смотри, вот это что такое? Блин, это походу царапинки. Просто я думал уже скол небольшой. Я, ребята, не верю. Как вам такой, Илон Маск? Секретная, походу, разработка какая-то. Но стоили они, кстати, недешево. За 2 штуки я дал что-то около 1000 рублей. Че, сейчас черно-беленький у нас шарик залетает. Глянем, мощнее ли будет прошлого. Черно-белый. Колечко было. Друзья, не знаю, вы, скорее всего, не увидели, потому что камера на стабе. Кольцо такое вылетело. По звуку, мне кажется, послабее даже было. Ему по барабану, друзья. Мне прям это вызывает определенный интерес. Давно не встречал чего-то такого именно прочного, что прочностью с одной стороны вообще не выделяется. И, друзья, если он реально выдержит, ну, у меня их 2, то попробуем в конце переехать еще тачкой. Так что, мне кажется, ему тоже ничего не будет. Это что вообще за бокал такой? Но, как и говорю, мои предположения на петарду кирдык еще актуальны. И она-то уже, мне кажется, 100% сокрушит. Но смотрим без перемоток все равно. И также поддерживаем видос лайком. Потому что он набирает уже свои обороты. Сейчас вот такая петарда. Такой точно ни у кого нету, вы нигде уже не найдете ее. Серебряная пиратка против вот такой GFK-0110. Выглядят они плюс-минус одинаково, только вот у этой фитилек поменьше, и он будто более низкого качества. Ну а по внешнему виду они идентичны. Давайте начнем с серебряной. Серебряная пиратка. Возможно, минус будет сейчас.
Но что-то мои предположения насчет кирдыка оказались немного чересчур большими. Ну что, выдерживает он, блин, машину, а здесь, к сожалению, надломился. В общем-то, как-то так. Блин, что, пока у нас есть запасной второй целый, попробовать его переехать тачкой, потому что если он от GFK 0110, тоже, скорее всего, может отлететь. Хотя, в принципе, может, серебряная пиратка просто очень мощная. Ну, давай попробуем переехать машиной, а потом займемся дальше. Да, также собрал все остатки. Сейчас смотрите толщину пластика. Ну, теперь понятно, почему он реально несокрушимый. Но все-таки против лома нет приема, как говорится. Ёпарасота. Короче, вот это вот относительно целый, да, вот гляньте на нем. Есть небольшие царапинки, это от прошлых тестов, где я на асфальте на нем прыгал, долбил его об столб, на нем есть царапинки, трещин никаких нету. Сейчас попробуем тачкой его переехать. Машинку выкатили, смотрите, под переднее установим просто-напросто. Надеюсь, он никуда не вылетит. И погнали. Мои ставки, ну как, по крайней мере, в том видосе он просто прогибался, вот прям и обратно выпрямлялся. Вроде бы как так было. И мне кажется, кстати, если машина его переедет, и он останется целым, он станет более мягким и за счет этого более эластичным и, соответственно, больше выдержит петард. Посмотрим, короче, что будет, не знаю. Ваши предположения пишите в комменты. Мне кажется, выдержит. Не знаю, что может произойти. Мне кажется, он сейчас может вылететь даже из нее. Ой-ой-ой, он загнулся! Он загнулся! Он согнулся! Переехала! Да ну, что это? Ёпересетин, друзья. Немного, вот, погнулся. 2 тонны стояло прямо на нем. Вот, смотрите, такая складочка появилась. Как он может быть таким упругим? Он прям прогнулся вот так, но будто бы не до конца. Давайте потестим его петардами дальше, посмотрим. Мне кажется, он выдержит еще штуки 3, потому что серебряная пиратка была реально какая-то для своего размера мощненькая. Но тем не менее, посмотрим, докуда он проживет. Можно, конечно, попробовать страйкбольную, если интересно же всем было. Мне, конечно, надо страйкбольную попробовать. Попробуем все-таки вот эту GFK 01 доказать, что он ее выдержит, потому что, мне кажется, она будет слабее серебряной пиратки, и страйкбольную. Я офигею, если он просто после реально придастся ему эластичности, этому бокалу, после проезда машиной, и он будет держать удар крепче. Ну, погнали. GFK 01. Друзья, кажется, за нами волки наблюдают здесь в лесу. Да, вроде волк с ошейником, не знаю. GFK 01. В разы слабее. Про что я и говорил. Друзья, по звуку, ну, в разы слабее это было, блин, примерно как... даже шарики примерно плюс-минус такие были по мощности. Или даже шары мощнее эти были. Но не суть. Идем дальше. Все, блин, тогда появляется интерес страйкбольную отложить немножко на попозже и протестить вот такой вот гром. Ребята, давайте все-таки страйкбольную, потому что он, мне кажется, что-то похоже на серебряную будет. Сейчас страйкбольную. По идее, здесь мощность 4-го корсара может быть даже слабее, потому что в тестах под кастрюлей она не очень себя проявляла. Кстати, вот думаю, заснять ли тест страйкбольных петард опять какой-нибудь. Но я что-то на сайтах полазил, посмотрел. В принципе, новых экземпляров страйкбольных очень мало. И они одни и те же. Стоит ли такое снимать? Давно, 2 года вот не снимал уже страйкбольный именно отдельный ролик. Напишите в комментах, кому интересно. Ладно, не суть, друзья. Устанавливаю, в общем-то, ее прям вот так. Она сидит максимально плотно. Прям реально плотненько. Прокидываем кабель, уходим в укрытие и смотрим, что произойдет. Так, ну что ж, друзья, я в укрытии. К сожалению, не смогу видеть, что произойдет, но запускаю. Что со столом? Блин, друзья, вот это бублик, Когда мы Литендерджи тестили, вот что произошло тут, немного только, а здесь прям бубльгум. Блин, надо будет на слоумошке посмотреть. Ну, вон, гляньте, он выдержал, он абсолютно целый. Все-таки, возможно, теория с машиной была верна, или про мощность 4-го корсара тоже было верно. То есть его вниз протолкнуло жестко. И он, в общем-то, пробил стол.
Да уж, да уж. Он держит, но посмотрим, что будет от Грома 2, потому что, напомню, это примерно аналог Серебряной Пиратки. Друзья, что ж, вот он, вот этот Гром 2. Была не была, короче, запускаю. Надеюсь, он выдержит, потому что еще петард интересных очень много. И он выдерживает. Он выдерживает. Ролик продолжается и набирает интересные обороты. Все-таки, я не знаю, может как-то Серебряная Пиратка упала по-интересному, потому что это было уже, ну, вроде как неплохо, что-то на том же самом уровне. Либо, как и говорю, что стакан промялся, бокал, и он стал более эластичным. Идем дальше, друзья. Сейчас вот такой вот интересный тест. Давайте протестим вот эти вот две петарды. Немного не по размеру пойдем, но, как я считаю, по мощности. Потому что вот они должны быть, ну, более слабые, чем вот этот вот кипиш. Но это чисто мое мнение. Посмотрим, как оно на самом деле. Начнем вот с такой вот шестерки. Типа петарда номер 6, а-ля 6-й Корсар. Вроде как он очень слабенький для своего размера должен быть. Погнали. Шестерочка запущенная. Слушайте, хлопочек был-то неплохой. В принципе, может, стакан так бокал акустику усиливает. Но что ему? А ему по барабану. В нем, кстати, осталась вот эта глина от заглушки. Но он держится. Так, сейчас следующий экземпляр. Вот такую вот испанку. Она, по идее, больше петарда с эффектом, нежели с какой-то мощностью. Испанка запущена. Вот это фейерверк был. Столб искр, он не в стороны пошел, а именно вверх. Офигеть. Кстати, ну плюс-минус они по баху были похожие. С шестеркой. Он просто плавится, весь уже вот такой вот белый. Кстати, даже на белом фоне, наоборот, лучше будут видны трещины, но, как вы видите, их пока что не наблюдается. Ребята, поддержите обязательно лайкосом, напишите, как вам качество съемки, стало лучше или хуже. Мне кажется, по-любому должно быть получше. Ну и, в общем-то, подписывайтесь на канал, чтобы новые видосы не пропустить, ведь впереди еще дофига чего интересного. Друзья, идем дальше. Сейчас вот такое противостояние. Кипиш против GF K05. У нас GF K010 было, а это K05. Мне кажется, вот по размеру они, гляньте, очень даже похожи. А как по мощности, мне кажется, кипиш будет помощнее. Ну, давайте с этого начнем, красненького. GF K05. А всякое может быть же. Звучок был, скажу, что надо. Я опять минжуюсь, что кто-то кого-нибудь сюда вызовет. Потому что там в лесу, возле леса сегодня снимаем. И в лесу могут всякие ходить люди, которые могут этого испугаться, не понять, чем мы тут занимаемся. Так, но он держит, да, без изменений. Идем дальше. Петарда кипиш, она уже на единичку. То есть звучок будет нормальдегидный. Ехали. Кипиш, возможно, минус будет сейчас. Скорее всего, даже минус. Кольцо, кольцо, засними кольцо! Друзья, колечко вылетело идеальное просто. Друзья, он держит, он выдержал уже кипиш, 1-граммовку. Фух, друзья, я честно, такого, ну, не ожидал, потому что Серебряная Пиратка, по идее, там где-то 0,5, мне кажется, вот так. Но она какая-то ядерная была в этот раз, прям что надо. Так, друзья, сейчас вот такая петардочка, дуб-бум, посмотрим, что она сделает. Дуб-бум, там, будет ли кольцо? Вон оно было, друзья. Кольцо было, а стакана, походу, бокала не было. Идем смотреть. Друзья, ну в этот раз слабенькое колечко было. В тот раз оно покруче было, но плохо записалось. Друзья, ну вот, походу вода, либо камень точно. Он был, да, такой неплохой, мощненький. Там в кустах у кого-то даже сигналка сработала на машине или на нашей, непонятно. Гляньте. В общем-то, он не пополам разделился, а у него именно одну часть минуснуло. Так он выглядит вроде целый, а так уже, в общем-то, сами видите. Что ж, друзья, давайте подводить итоги. Конечно, я думал, подольше они поживут. Как вы помните, я говорил, что дойдет до петарды кирдык, но вы гляньте, сколько еще мощных экземпляров осталось. Демон, Хэллоуин,
белый, кирдык. Ребят, напишите обязательно в комменты, в чем их можно будет мне протестить в следующих видосах. Может, в каком-нибудь мощном сейфе попробовать его открыть. Гляньте, что с нашими неразрушаемыми, в кавычках, бокалами они, конечно, не выдержали. В общем-то, вот такой вот ролик получился. Кому он понравился, ставьте лайки. Кому не понравился, можете смело дизлайк клепать. Но думаю, кому он понравился, и положительных людей гораздо больше. Также комментируйте, подписывайтесь, ведь самое страшное в мире — это безразличие. С вами был Цимус. Всем мира, добра, любви и пока-пока.